Приветствую всех зрителей канала Pro Beauty. Меня зовут Жуниса Василь, я являюсь экспертом в сфере массажа лица. Хочу поделиться с вами техникой самомассажа, которая называется фасциально-мышечный массаж. Особенность этого массажа в том, что вы можете использовать, применять этот массаж без масла и без крема. Очень часто поступают вопросы о том, что делать и как быть, если беспокоит высыпание, либо же аллергические какие-то реакции. Какой самомассаж можно делать в домашних условиях? Этот массаж дает замечательный лифтинг-эффект, снимает спазм с глубоких мышц лица, декольте и шеи. Мышечно-фасциальный массаж вы можете применять раз в неделю. Этого более чем достаточно, чтобы увидеть замечательную динамику и хороший эффект. Первое, с чего нам следует начать, это с разминания трапеции. Размяли себе трапецию, расслабили ее где-то минуту. В течение минуты далее переходим на зону декольте. Зону декольте мы проминаем, массируем круговыми движениями и выжимаем. Круговые движения выжимаем, круговые движения и выжимаем. Направляем мы от центра в сторону подмышек. Круговые движения выжимаем. Круговые движения выжимаем, круговые движения выжимаем. Все то же самое повторяем на следующую сторону. Давление не слабое, достаточно сильное. Мы воздействуем сейчас не на кожу, а на мышцу. На мышцы грудного отдела. Это очень приятно. Также можете сделать там, где твердая часть, фиброзные разрывы, то есть разрываем фиброз за счет вот таких вот движений. Два пальца ставим против друг друга и делаем некий такой разрыв. Больше подходит для центральной части и ближе под ключичной части. Следующее движение, которое мы с вами сделаем, это валик. Взяли складочку. Да, вот она. И начинаем катать этот валик в сторону подмышек. Взяли складочку и эту складку снова прокатываем в сторону подмышек. Медленно, не торопимся. Прочувствуйте ткань, могут быть болевые ощущения. Очень приятно. Если больно, делайте очень медленно. Если совсем не прокатывается валик, тогда попытайтесь хотя бы отлепить. То есть схватить вот такую складочку и подержать. Синяков не будет, кожа не растянется, за это можете не переживать. Прокатали валик, не знаю, вам видно? Вот я пытаюсь тогда вам вот так вот показать.
Мгм. Хорошо. Такая хорошая гиперемия. Отличная. Далее переходим на зону шеи. Зону шеи начинаем массировать скивательные мышцы с грудино-сацевидного отростка. Начинаем массировать. Попытаемся схватить сначала, да, вот. И начинаем массировать кивательную мышцу. Могут быть немножко болезненные ощущения, если кивательная мышца напряжена, спазмирована. Сильно. Попытайтесь прям схватить так, чтобы вы прям пощипываете. Не просто массируем, а пощипываем. Все то же самое делаем на вторую сторону. Не торопитесь. Если тяжело хватается, вы можете немножечко наклонить голову. Тогда эта мышца расслабится, отпустит, и вы можете ее схватить глубже и больше. Если же вы будете, наоборот, убегать и хватать ее, мышца будет натягиваться, и вам будет очень неудобно ее схватить. Поэтому можете наклонить голову и попытаться схватить ее. Можете одной ручкой. Если вам удобно одной, делайте одной рукой. Угу. Не бойтесь чуть идти глубже и делать сильнее. Вы ткань, кожу не растянете. На самом деле кожу растянуть не так-то просто. Угу. Следующее, что мы будем делать, это растяжение нашей платизмы. Будем ее растягивать и расслаблять. Платизма, она лежит у нас вот так. То есть верхняя часть крепится вот здесь. Вот так вот идет, да? А нижняя часть крепится у второго ребра. Поэтому растягивать мы будем. Нижнюю часть должны будем закрепить ручкой, чтобы не тянуть ткань за собой, то есть чтобы дать сопротивление ткани. И голову поднимаем наверх и в бок оттягиваем. Нужно, чтобы тянулась ваша вся вот эта вот часть. То есть идет боковая и передняя часть. А чтобы натяжение чувствовалось еще лучше и больше, нужно будет выпрямить спинку и оттянуть плечо назад, отодвинуть. Если сопротивления не чувствуете, вы можете вытянуть нижнюю челюсть еще вперед. Это будет выглядеть вот так. Задержитесь так на несколько секунд, от 5 до 15 секунд. Подержите в статике, и вы почувствуете, как тянется вся эта ткань.
Отлично. Все то же самое повторяем на вторую сторону. Закрепили, да? Чтобы было сопротивление, то есть не все, чтобы туда, чтобы всю ткань за собой не тянуть. Закрепили, ручку положили, плечо отодвинули назад, челюсть можете выдвинуть назад, но если идет сильное сопротивление и есть болевые ощущения, тогда можете не выдвигать. Хорошо. Следующее движение, которое мы будем делать, это катать валик по всей поверхности платизмы, то есть именно передняя часть нашей шеи. Зону щитовидной железы мы будем обходить, ее мы трогать не будем. То есть будем катать валик от центра к периферии, к латеральной, да, мышцы, крайней, внешней стороне, от центра. То есть начинаем именно с зоны подбородка. Вот отсюда. Здесь не нужно хватать вот так ткань. Это неправильно. Вы просто вот такое расстояние выбираете и углубляете пальчики. Вот когда углубили пальцы, вот толщина моей подкожно-жировой ткани. Ее я схватила и начинаю катать валик от центра в сторону латеральных мышц. То есть отсюда я как бы выжимаю всю жидкость, как шприц, как поршень, да? Давлю большим пальцем. Указательный лишь мне дает направление и фиксирует, чтобы направлять этот большой палец. Я не просто выжимаю, я как бы фиксирую указательным и средним пальчиком и ухожу до конца в сторону кивательной мышцы. Угу. Поехали. Углубила. Угу. Дальше. Углубила. То есть я ухожу чуть-чуть ниже. Хочу уточнить такой момент. Если кожа атоническая, то есть она очень мягкая, очень присутствует некая дряблость, тогда рекомендую придерживать, то есть фиксировать вторую сторону второй рукой. То есть здесь вы фиксируете так, а здесь переходим. Вот мы начали, да, здесь остановились. В сторону латеральных мышц сливаем. Угу. Здесь мы не идем по центру, а идем чуть-чуть в сторону, то есть начинаем отсюда. Если есть кольца Венеры, то есть такие горизонтальные, да, морщины на шее, то делаем там по несколько раз. Когда доходите до края, не бросайте просто. То есть вот вы пошли и выжимаете до конца.
Отлично. Все то же самое повторяем на следующую сторону. Фиксируем. И начинаем. Большой палец у меня выдавливает. Девочки, не пытайтесь, вот вы взяли складку и отсюда тянете ее и начинаете эту большую складку сюда прокатывать. Это неправильно. Ваша складка это вот на уровне углубления ваших двух пальчиков. Взяли вот пальчики, положили мягко и нежненько, да, углубили. Вот она ваша толщина вашей подкожной клетчатки, да. Значит, именно ее мы начинаем прокатывать. То есть указательным пальцем на себя ткань не тяните, а от себя только тянете, прокатываете большим пальцем, продавливаете как будто бы. Часто боятся неоправданно о том, что кожа растянется. Кожа не растянется, не переживайте за это. Хорошо. Погладили себя. Далее мы переходим на зону лица. Первое, с чего мы начнем, это просто проглаживание всей территории, на которой мы сейчас будем работать. Погладьте себя, подготовьте лицо. На лице я напомню, да, что мы не используем ни крем, ни масло, абсолютно сухое лицо, без макияжа. Вот утром умылись, или вечером умылись, в течение дня умылись, если вы не на работе, если вы дома, если можете себе позволить массаж в этот момент. Начинаем тянуть фасцию, зону лба. Вот этой стороной, мягкой частью, вы должны чувствовать сопротивление. Хорошо. Подтянули, подержали несколько секунд и мягко отпустили. Далее переходим на височную зону. То же самое. Подтянули, то есть вот, да, углубляемся. Подтянули, глазки закрыли, прочувствовали. Далее отпустили. И на среднюю сторону. Подтянули. Почувствовали сопротивление. Отпустили. Самомассаж мы начинаем с центральной части, с зоны подбородка. Со временем бывает, что подбородок, здесь скапливается жидкость, мышца сокращается, скручивается вперед. Здесь у нас появляется вот такая вот полосочка, и ткань залипает к костям, да, прилипает. То есть наша цель освободить, расслабить подбородок, зону подбородка,
Что мы делаем? Углубляем указательные пальчики, то есть глубже, да, не бойтесь. Челюсть, губы должны быть расслаблены и оттягиваем вниз. Если вы не чувствуете сопротивления, не чувствуете углублений, тогда рекомендую поджать нижние губы вот так. Хорошо. После зоны подбородка у нас идет круговая мышца рта. Следующая у нас идет мышца, поднимающая верхнюю губу и крыло носа. По-другому мы ее называем еще мышца брезгливости. Когда мы проявляем эмоцию брезгливости, то есть говорим фу, то есть вот как она сокращается. Когда мы говорим фу, то есть эта мышца сокращается, и она отвечает за глубину наших носогубных складок. То есть поднимает крыло носа, зажимает носик сверху, опускает уголки бровей вниз, тянет за собой. И еще уголки губ тянутся вниз, и эта мышца сокращается. А кончик носа начинает падать вниз, то есть смотреть вниз. Значит, что мы делаем? Оттягиваем нижнюю губу, а носик тянем вверх. Кончик носа оттягиваем вверх. Подержите в статике. Далее переходим на мышцу брезгливости. Начинаем ее растягивать. На самом деле ее очень сложно достать. Она находится намного глубже. Но мы попытаемся снаружи ее массировать. Вот таким вот образом. Два пальчика, да, ставим вместе, и они как бы расходятся. Но при этом давление у меня не маленькое, а достаточно глубокое. Я воздействую глубже, пытаюсь достать саму мышцу, латеральную мышцу, да. Оп. Хорошо. Часто бывает еще залипает крыло носа, тоже вовнутрь скручивается и уходит. В этом случае прям попытайтесь приподнять эту часть вот так прям. Приподнимите и подержите. Если вы работаете на сухой, то есть без крема, без масла, очень хорошая цепка получается. И в принципе это не должно составить какого-либо труда. Если совсем не поднимается, будете пытаться тогда потихонечку отлипать это все и приподнимать. Вот так вот. Чтобы не было никаких залипаний. Все то же самое делайте на вторую сторону. Приподнимаем крыло носа, да? Подержите так.
Мгм. И отпускаем. Хорошо. Далее переходим на нижнюю скулу. Начинаем катать от центра к периферии, то есть вот наш центр, вот наша периферия, да, то есть в сторону. Начинаем катать валик. То же самое, если ткань тянется, то есть когда вы начинаете катать валик, а ткань за собой тянет как бы губу, весь рот, тогда лучше придерживайте. И начинаем катать валик до уха. Сливаем. Мгм. Я лишь придерживаю, да, пальчиком, но я не пытаюсь сопротивляться. Я губы в трубочку не сворачиваю, я не делаю так. Я только придерживаю ткань, чтобы не тянуть за собой весь рот. Хорошо. Все то же самое делаем на вторую сторону. Хорошо. Далее мы переходим на круговую мышцу глаз. Попытаемся схватить ткань, то есть вот, да, защипываем ее. Следите за ощущениями. У кого-то могут быть болезненные ощущения. Если мышца спазмирована, будут, да, болезненные ощущения. Но могут быть и очень приятные ощущения. Переходим на боковую часть. Образуя такой тоже некий валик, да? И мы массируем таким образом. За счет того, что мы не используем крем и масло, я повторюсь, у нас отличная должна быть сцепка. Но если пальцы скользят, рекомендую протереть кончики пальцев о полотенце и снова приступить к самому массажу. Вот такой вот валик мы сделали, и заходим в височную область, приподнять вот эту ткань тоже. Вот она, хорошо. И отпускаем. То есть мы саму ткань не тянем никуда, вот мы ее вот пощипали, да, и отпускаем. Расслабили. И все то же самое делаем на вторую сторону. Даже прям разница видна, как быстро и сильно поднялась у меня эта сторона, да, вот века.
И все то же самое повторяем на следующую сторону. То есть здесь при работе вы не тянете сверху ткань, а наоборот пытаетесь оттянуть, то есть снизу вверх, приподнять. Угу. И переходим сразу на бочок. Снова возвращаемся. Угу. И немножко образуя валик вот у этого уголка, не пытайтесь вот так тянуть глаз. Это неправильно. Ткань не тянем. Мы пытаемся схватить этот валик и пытаемся именно этот валик чуть-чуть размять. Далее мы переходим на височную область и заходим в волосистый покров. Отпускай. Отлично. Далее мы переходим на жевательную мышцу. Часто бывает, из-за спазмированной жевательной мышцы у нас плывет овал лица, угол молодости, появляются здесь морщинки возле ушей. То есть само вот это расстояние сокращается, и здесь бывает очень сильный спазм. Поэтому начинаем работать на жевательную мышцу. Жевательная мышца у нас располагается вот так. То есть она достаточно широкая. И начинаем катать валик снизу вверх, заходя также в височную область и заходим также в волосяной покров. И отпускаем. Если валик не прокатывается, попытайтесь хотя бы вот так ущипнуть, схватить вот эту ткань и подержите ее там. Если там есть очень сильные болевые ощущения, прям поработайте на этой зоне. Мы ее прокатали вверх, а теперь ее катаем, эту ткань катаем вниз. Вот так. И сливаем. Все то же самое повторяем на следующую сторону. Именно там, где наш уголок, мы отсюда пытаемся схватить эту ткань и начинаем прокатывать этот валик снизу вверх. Доходим до височной зоны, то есть мы не снаружи, а вот прям где начинается рост волос, да? Хорошо. И еще раз. Если ткань жесткая и очень болючая, попытайтесь ее схватить хотя бы вот так и подержите ее прям в статике. Задержите здесь на секунд также 10-15 и следите за своими ощущениями. Угу. И далее мы идем уже сверху вниз.
Хорошо. И сливаем. Далее мы переходим на ушки. Массируем ушки. Оттягиваем фасцию, да, вот за ушками эту ткань тяните вверх, прям впритык. Начинайте оттягивать вниз, то есть прокатывать. Так вы воздействуете именно на фасцию. Можно одновременно средними пальчиками, указательными пальчиками, кому как удобно. Угу. Подтянули вверх, то есть вот я, получается, тяну отсюда, начинаю, впритык ухожу, захожу вот до сюда, до кончика уха, выше, зацепилась за ткань и начинаю ее вверх тянуть. Вот, зацепилась и тяну вверх. Отпускаю. Дорогие друзья, на этом наш самомассаж закончился. Я надеюсь, он вам очень сильно понравился. Я желаю всем оставаться красивыми и молодыми. Всего доброго!